сказали, сейчас, вот прям вот сейчас приезжай. Я такая, нет, я так не могу. То, что мы иностранцы, дает нам какие-то benefits. Нас набрали кучу иностранцев для того, чтобы мы поучаствовали и типа проиграли. Заработать можно в любом месте. Я не знаю, что это за поправка о том, что нельзя в Китае петь под фонограмму. Пум-пум-пум-пум. Я не думаю, что Бузова популярна в Китае. Но в Китае это закон по-любому можно обойти. Встречала Алишу Кис. Я встречала Дэвида Бекхэма. We laugh, we joke, we sing. What a beautiful day. Мы записываем это интервью второй раз. Уж сначала запишем. Я просто забыла сказать, что ты инфлюенсер. Опять подводку это ужасно опять говорить. Да, она сложная, ты ее слышала? Начинаем Нет, и походу. заканчиваем. Лена, что если я вот так буду сидеть? Нельзя сидеть. Чего? Всем привет, меня зовут Юля Абрамова, и это мое интервью-шоу о людях, которых вы не знаете. Кто эти люди? Китай стал крупнейшим рынком музыкальной индустрии с ежегодным приростом в 10% и капитализацией в 50 миллиардов долларов в год. Вместо привычных Apple Music и Spotify здесь используют локальные сервисы. Практически весь рынок музыкальной индустрии в Китае принадлежит медиагиганту компании Tencent. Аудитория их слушателей ежемесячно 800 миллионов человек. Сегодня говорим о музыкальной индустрии в Китае и формуле успеха артиста в эмиграции. В гостях у меня Эль Блинк. Привет. Привет. Как дела, как настроение? Отлично. Я спросила, как будто мы на какой-то вечеринке. Ну что, как у тебя Отлично, настроение? выпила кофе с утра. Эль, певица, автор-исполнитель, инфлюенсер. Кто ты? Кому ты себя причисляешь больше? Кто ты? Кого в тебе больше? Инфлюенсера, автора, певицы? Автор, исполнитель, певица. Автор, исполнитель, певица. Да. А в Китае в какой нише, будучи кем из артистов, легче заработать денег? А почему ты про имя не спросил? Почему Эль Блинк? Ну, для того, чтобы объяснить мое имя, сначала мы объясним русскому зрителю. Может быть, кто-то не понимает, что такое блинк. Блинк — это подмигивание. Для начала. Уроки Второе английского. второе значение этого слова — это мерцание, свечение, что-то такое. Это блинк. И когда я хотела выбрать себе какое-то имя, я искала красивое словосочетание, которое бы подходило моему имени Эль. И мне кажется, неплохо звучит. И это очень быстро ко мне привязалось, еще в университете. Все начали называть меня Блинк. Прям так. Блинк. Но твое настоящее имя Эль. Да. Для китайцев не бывает простых иностранных имен. В любом случае, какое бы иностранное имя ты ни выбрал, они будут его читать и говорить по-своему, потому что у них свои слышания слогов, звуков и соединение звуков этих, поэтому это бесполезно. Но так как я хотела изначально выходить на более европейский рынок, и американский, я не думала никогда о том, что я приеду в Китай. Вообще за все года в Китае у меня было очень много разных мест работы. На сегодняшний день я работаю в мировом отеле. В отеле с мировым именем Astoria Waldorf. Это вообще американский отель. Здесь у нас в Шанхае он тоже есть, естественно. Я работаю в баре с бэндом. А где больше денег можно заработать? Вот выступая в отеле или на каких-то открытых ивентах, в клубе, на частных мероприятиях? На самом деле заработать можно в любом месте. И все зависит от того, насколько ты зарекомендовал себя для китайцев и как часто, наверное, ты работаешь. Потому что каждый артист вообще выставляет себе цену сам. И это всегда разная цена. Есть какой-то минимум. Какой? Какой минимум у тебя? Начинается. У меня минимум. Ну вообще, хорошо, скажем так, по Шанхаю у нас есть такой определенный минимум. За одно выступление брать 15 тысяч рублей. Это минимальный прайс, неважно, там, тебя попросили одну песню спеть, все равно 15. Но есть, конечно, такие артисты, которые наверняка берут меньше, но я стараюсь не нарушать правил, потому что сами понимаете, что такое рынок,
Это особенно в Китае, если ты занижаешь планку, то они уже начинают там юлить и как-то говорить там, вот ты в прошлый раз поработал за 10, 15 не будем платить. А какие у тебя, может быть, были истории здесь на выступлениях? Какое-нибудь странное событие, мероприятие или что-то супердорогое, или что-то очень экстравагантное, частная вечеринка на яхте? Боже, мне кажется, все выступления какие-то странные, экстравагантные здесь. Мы выступали и на днях а-ля города здесь. Агенты тоже иногда не сообщают, где ты будешь выступать. И из-за этого ты там, допустим, берешь меньше денег, чем можно было бы. И они там до конца скрывают, что выступление на самом деле там на огромной какой-то площадке. Вот у меня, к сожалению, был такой случай, когда мы с агентшей... Есть здесь в Шанхае Mercedes-Benz арена, на которой работают все звезды, которые приезжают. Например, там, если Риhanna, Бейонсе приезжают, то они выступают там, потому что это самая большая такая площадка для Рианы Гранде. Вот. И как-то мы договорились с агентом о том, что я вот как раз-таки выступлю с одной песней, и то не одна песня, а там буквально минуту почему-то надо было спеть. Я почему-то об этом не подумала. Ну, в общем, песню, да. И она мне говорит, вот, прайс, там, 15 тысяч рублей. Я говорю, ну, одну песню, ладно. И я приезжаю, просто она мне скидывает локацию, я не смотрю, что за адрес, я просто беру такси, показываю адрес, мы едем, я приезжаю, а там вот это вот Mercedes-Benz арена. И, как оказалось, это был конкурс, что-то китайское на тему, ну вот «Стань звездой», «Минута славы», что-то такое. И они продавали билеты на это шоу. И я не одна, не единственная иностранка была там, нас набрали кучу иностранцев для того, чтобы мы поучаствовали и типа проиграли. То есть вы были как в отборочном туре артистов? Да. Мы принимали участие в конкурсе, на который покупали билеты китайцы. Причем был полный зал, нереальный, там такой зал огромный. Мы когда увидели это, мы, конечно, офигели, потому что на такие шоу можно и побольше, учитывая, что они подняли большие суммы, я так понимаю. А в Китае же есть музыкальные проекты The Voice of China, I'm a Singer. Ты никогда не Да, хотела? есть такие проекты, но на тот момент, когда я вообще хотела принимать участие, это было вот 8 лет назад, мне тогда сказали, что никакие иностранцы не имеют права принимать участие в Voice of China. И поэтому с тех пор почему-то я больше даже и не узнавала. Странно, потому что у нас в России, когда проходит тот же голос, есть иностранцы, и всегда их очень любят. Да. Да. Расскажи нам о музыкальном вкусе китайцев. Есть какая-то музыка коммерчески более успешная? Китайцы любят попсу и электронную музыку. Если говорить о ночных клубах, это электронная музыка, коммерческая такая прям пум-пум-пум-пум. Это то, что они любят, Это да. от чего можно застрелиться иногда. Но как бы так, даже все знаменитые, популярные мега-диджеи, типа Тиеста, Армин ван Бюрен, когда они сюда приезжают, им говорят сразу, что там, парни, вы можете врубать что-то там, что вам нравится, свое там, но обязательно, чтобы там больше 50% программы это была вот эта коммерция лютая. Они все темноволосые, темноглазые. Славянская внешность, блондинка с голубыми глазами, бэйби-фейс более будет успешна на рынке, даже если талантлива менее, чем, например, темноволосая какая-то девушка, внешне сливающаяся, может быть, с местными. Ну, вообще, ты никогда не угадаешь, что нравится клиенту, скажем так. Но поскольку они все темноволосые, кореглазые, и поэтому, естественно, им нравится, когда ты как-то выделяешься, то есть блондинки, голубые глаза, да, baby-face, есть такое. Бузова. Ольга Бузова. В этом году Бузова на афишах в Шанхае, в Пекине, еще в каком-то городе
Почему такая музыка заходит? Ну, мы не знаем, зашла или нет, потому что в связи с последними событиями концерты не состоялись, но почему вообще это популярно может быть в Китае? Начнем с того, что я не думаю, что Бузова популярна в Китае. Никто из китайцев Бузову никто не знает в Китае. Она делала концерт в Шанхае, скорее всего, в основном ориентируясь на русских людей. Но мне кажется, что русскоговорящая аудитория здесь, в Китае, не имеет желания платить за что бы то ни было. Очень избалованные иностранцы здесь, не только русскоговорящие, а в целом, потому что наша расовая принадлежность в буквальном смысле повышает ценность всего, что мы делаем здесь, на китайском рынке. Есть разные люди и русские здесь, в Шанхае. Есть те, кто относится, скажем, к моделям, к певцам, к танцорам. Это артисты. Мы все, естественно, разбалованы, потому что на нас обращают внимание. Есть люди, которые работают в более простых, нет, может быть, наоборот, более сложных, может, более простых для кого-то сферах. Это офисные работники. И таких здесь тоже очень много. И вот они, так, я думаю, что они готовы платить за мероприятие. Бузову все же хотели привезти больше для русских, чем для китайцев? Ну, я думаю, да. Можно петь под фонограмму в Китае? Можно. А вот есть такой закон, или я не знаю, что это за поправка, о том, что нельзя в Китае петь под фонограмму. Был инцидент на открытии Олимпиады в Пекине несколько лет назад, когда маленькая девочка, 9-летняя, исполнила песню под запись другой девочки, был скандал, запретили петь под фонограмму, штрафы, отзыв лицензии на концертную деятельность. Но, возможно, есть такой закон, но в Китае этот закон по-любому можно обойти. Ты можешь отличить, когда человек поет под фонограмму, когда вживую? Я думаю, что в принципе, да. Как? Есть различия, можно понять по, допустим, если певец поет песню, которую он записал и выпустил, можно послушать песню, послушать, как он исполняет вживую. Все равно ты не споешь точно так же один в один. Ну да, но есть же еще пререкорды. Да, есть такое. Но это сложно, но я не могу объяснить. Продюсер. Есть или нет? И если есть, имеет ли это влияние на то, что ты поешь, где, как, сколько денег ты зарабатываешь? Конечно, продюсер очень влияет на то, чем ты занимаешься и где. Так есть. И как, и сколько денег ты зарабатываешь. Но, к сожалению, у меня нет продюсера пока что. Ищем продюсера для Эльплинг. Куда смотреть? Пока что у меня нет продюсера. Если это действительно продюсер, это уже подразумевает то, что у него есть какие-то связи, возможно, деньги, и он знает, связи, да. То есть он может организовать какие-то он может организовать тебе какие-то встречи, записи, концерты. Есть агент, который просто ищет тебе работу, а есть продюсер, который тебя, грубо говоря, спонсирует. Так, например, такие продюсерские центры могут брать почти всю твою зарплату. Есть такой продюсерский центр у нас в России, Black Star. О, добрый вечерочек. Я, кстати, брала интервью у Элвана несколько лет назад. Все артисты под их именем становятся мега популярными, потому что знают Black Star все. И я знаю, что Black Star просто почти не платит там какой-то минимум, но ты зарабатываешь себе имя. Так а толку от этого имени, если когда ты уходишь из этого лейбла, у тебя ни имени, ни песен? Нет, они, может быть, забирают права на какие-то песни, которые ты выпустил, но я не думаю, что они забирают права на имя. Забирают. Вот поэтому суды сейчас, я-то знаю. Элван и Кристина Си, у них у обоих забрали имя и право на выступление. Ну и все, никогда не работайте с Black Star. Ты живешь в Китае сколько лет? Почти 9. Наверняка ты была на огромном количестве концертов, тусовок, вечеринок. В Китае, кстати, опять же, я ничего не хочу сказать, но наша... не говори тогда. Но я скажу,
То, что мы иностранцы, дает нам какие-то benefits. И поэтому, если, например, какая-то там закрытая вечеринка с каким-то известным диджеем или артистом, то, в принципе, ты, будучи иностранцем, можешь туда проникнуть. Вопрос о том, были ли у тебя какие-то тусы с суперизвестными, знаменитыми людьми, кого ты знаешь из знаменитостей лично? Да, я видела несколько знаменитостей мировых. Очень скромно. Очень Мировых. скромно. Ну, первые, кого я увидела в Китае, это был, наверное, это были диджеи какие-то мировые. Я, конечно, ничего не имею против, я не диджей, но для меня диджеи такие себе артисты. Ну, для кого-то они... Ну, Да. Армин ван Бюрен, я помню, в 14 лет, когда мне было, мы гоняли, или мне было 16 уже, мне было 16. Моя сестра получила права, ей было 18, и мы гоняли на тачке, слушали песни Армина ван Бюрена, и думали, вау, кайф вообще. а Да, певцов это было каких-то встречала? Я встречала Алишу Кис. А что она поет? Girl is on fire. This girl is on fire. А ну-ка спой. Нью-Йорк, Ага. да, встречала Алишу Кис. Я встречала Дэвида Бекхэма. Это, конечно, не певец, но в моем конечно. топчике. Конечно, не певец. Ну, в основном Блин. диджей, в основном диджей. Подожди, про Кстати, я знаю, что у Дэвида Бекхэма много здесь дел в Китае, и он здесь довольно часто бывает, и я даже знаю, в каком клубе обычно проходят презентации закрытые. Но я ни разу в жизни, никогда мне не удавалось вообще его нигде встретить. Я не знаю, я накрасилась, оделась, вышла в этот день шастать по всему Шанхаю. Еще каких звезд видела, слышала? Блин, я вот не помню, честно говоря, как зовут чувака. Парень из «Дневники вампира». Я не смотрела. Не смотрели «Дневники Как вампира»? зовут чувака? Ян Саммерхалдер. Как? Ян Саммерхалдер. Он очень красивый, прям. Так блин. он здесь был? Есть здесь такое заведение, бар, называется Pearl. И там работают мои знакомые друзья Бенд. Думаю, там работает Ян Саммерхалдер. И он просто приезжал туда, просто так, типа пообщаться с людьми. Я не знаю, по какому поводу он был конкретно в Шанхае, но он пришел в Pearl пообщаться типа с фанатами, и там кто угодно мог с ним пообщаться, пофоткаться. А я была занята, я была не накрашена, и они мне сказали, сейчас, вот прям вот сейчас приезжай. И я такая, нет, я так не могу. Я, блин, ну что это? Как классно. ты считаешь, успех артиста в эмиграции можно измерить тем, сколько он зарабатывает деньгами, или все же тем, что его начинают узнавать, и он становится популярным? Для каждого артиста и для каждого человека вообще в этой жизни успех это что-то свое. Как мне кажется, будучи артистом в эмиграции, то есть ты, в принципе, no-name артист, и находясь в эмиграции, тебя вообще там никто не знает, это все, наверное, усложняется тем, что тебя не... То есть достижение какого-то успеха усложняется тем, что тебя мало кто знает там. Ну да, естественно. Плюс тут еще, как я уже сказала, вот этот языковой барьер. То есть ты все равно не станешь популярным, пока ты не начнешь петь, допустим, там на китайском языке. Потому что за счет чего делается популярность, например, если ты выбрал себе такую, если ты просто приехал зарабатывать бабло, то ты можешь заработать и уехать, оставшись ноунейм. Если ты хочешь именно подниматься уже куда-то популярным становиться, то основная публика, ну так же, как в России, я не знаю, ты пытаешься петь, если ты будешь петь только на английском языке, ну да, на английском разговаривает кто-то там где-то, в Москве, Ну да. там, Питер, но основная масса людей, они же, ну, да даже те, кто разговаривает на английском, все равно, когда ты слушаешь песни на английском, ты же не задумаешься, не запариваешься, о чем они поют, тебе там красиво, может, как-то, да, там, но в основном воспринимаются русские песни в России. Также здесь, в Китае, там основная масса, они вообще не разговаривают, Тимбудон это не понимает вообще, что там, о чем поется. И, естественно, если ты хочешь, чтобы твои песни уже слушали и чтобы они становились популярными, то нужно на китайский язык все переводить или петь на китайском, либо через Америку работать.
не всем артистам, даже американским, разрешен въезд в Китай. Точнее, некоторым запретили. Джастин Бибер, он, правда, не американский, по-моему, исполнитель, запрещен въезд в Китай. Джей Зи. С Джастином Бибером там какая-то мутная история оскорбления культурного наследия в Пекине, что-то там произошло с этой стеной великой. А Джей Зи, по-моему, из-за того, что у него очень много ненормативной лексики. У него был запланирован концерт в каком-то там году в Шанхае и отменен, и заодно и въезд запретили. На всякий случай. Да, есть такие артисты. Твои творческие планы — это запись песни на китайском языке, покорение китайского рынка. Да, я хочу сделать песню на китайском языке, но я не могу сказать, что я хочу прямо покорять китайцев. Я бы хотела, да, покорять Азию, но, наверное, более такие уже европеизированные страны, как Гонконг, Тайвань, Корея, вот именно та часть, потому что китайцы — это немножечко прям сложно. Спасибо тебе большое за наш сегодняшний разговор. Ты точно все спросила? Да. Проверь. Я все спросила. Большое спасибо за то, что рассказала нам о том, какие ниши Ну, в смысле, надо же, а ты меня про бабло не спросила, значит, сколько я зарабатываю. Ты не спросила, как приехать сюда. Хотела я тебя поблагодарить за интервью и распрощаться, но не тут-то было. Вопросики из зала у нас. Вопросики из зала? Вопросики из зала о том, как приехать в Китай и устроиться. Я же тебя спрашивала, ты мне говорила, Да? про 15 тысяч рублей мы обсудили, про то, где лучше петь. Как ты продвигаешь свое творчество? Ты без продюсера. Есть какие-то специальные, может быть, социальные сети или какие-то платформы, где можно популяризировать свою музыку? Ну да, я, конечно же, стараюсь выкладывать свое творчество на все возможные платформы, которые есть в этом мире, такие как iTunes, Spotify, SoundCloud, китайский, это QQ. Ты же инфлюенсер. А, Инстаграм. Сколько у тебя подписчиков? Быстро. Ну ты же инфлюенсер. Ну ты же инфлюенсер. Ты выкладываешь это у себя в Инстаграм. Сколько у тебя подписчиков в Инстаграм? Ты инфлюенсер? Как измерить, инфлюенсер ты или нет? Да, я стараюсь продвигать свой Инстаграм, но музыку саму послушать можно в любых абсолютно соцсетях. Cause I'm lost. You take my hand, pull me out of my fairy tale. Please help. Give me one reason to stay right now with you. Как заканчивать интервью? Я не знаю. Как? Ну скажи что-нибудь. Нет, ты скажи что-нибудь. Спасибо тебе большое за наш сегодняшний разговор. Это было интервью-шоу о людях, которых вы теперь уже знаете. В гостях у меня была Эль Блинк. We laugh, we joke, we sing. What a beautiful day.